Повседневная жизнь сложна своей непредсказуемостью и непростыми обстоятельствами. Обстоятельства зачастую склоняют нас быть жертвой. Но что если научиться относиться к своей жизни стратегически, начать управлять обстоятельствами и таким образом перестать быть их жертвой? Чтобы это сделать, необходимо применить 7 магических малоизвестных принципов сталкинга, о которых писал Карлос Кастанеда. Об этих 7 принципах сталкинга никто не говорит, но простота, лежащая в их основе, является залогом их действенности и эффективности. С помощью 7 принципов сталкинга Кастанеды вы сможете вернуть контроль над любой ситуацией в частности и своей жизнью в целом. Карлос Кастанеда был одним из самых загадочных авторов 20 века. В своих книгах Кастанеда писал о нагвализме или магии, древнем индейском знании, которым обладали посвященные Мезоамерике и мистического полуострова Юкатан. Слово «магия» в его истинном понимании означает нераскрытое знание. Это слово не должно вызывать испуг или отторжение. Ведь, к примеру, обычный фонарик для аборигена будет являться магией, потому что аборигену неведомы законы, из-за которых фонарик начинает излучать свет. Магия же в кастанедовском понимании – это знание о тесной связи человека и окружающего мира. Знание, описанное Кастанедой, основывается на искусстве сталкинга. Сталкинг – это умение выслеживать себя и отслеживать свои реакции. Маги, или согласно Кастанеде, люди знания, постоянно занимаются сталкингом. Отслеживая свои реакции, люди знания становятся стратегами, которые побеждают чувство жалости к себе и перестают быть жертвой обстоятельств. Люди знания – это истинные воины, которые ведут войну с собственной глупостью для того, чтобы обрести истинную свободу. Истинная свобода – это умение управлять ходом вещей. Воины управляют ходом вещей и своей жизнью при помощи сталкинга и его 7 магических принципов. Эти принципы могут быть использованы всеми. Первый принцип сталкинга – воин сам выбирает место для битвы. Битвой воины называют взаимодействие с миром и его силами, которые приводят их к истинной свободе. С точки зрения воина, битва – это реальное взаимодействие в мире, а также битва с собственной глупостью. Воин контролирует ситуацию тем, что понимает, что и как нужно делать. Он не надеется на удачу, а взаимодействует лишь с тем, к чему готов, там, где он или она готовы взаимодействовать. В повседневной жизни обычного человека первый принцип сталкинга означает, что в каждом деле человек должен тратить на подготовку времени больше, чем на все действие. Есть такое правило: 95% любого дела – это подготовка, 5% – это исполнение и само действие. Только хорошо подготовленный к конкретной ситуации человек сможет понять, что нужно делать в этой конкретной ситуации. Другими словами, работая и изучая что-то, понимая, что и как делать, а также отталкиваясь от заранее подготовленного плана и стратегии, человек может достичь успеха в том, над чем он работает. В этом смысле обычная удача обретает значение кропотливого труда. Выберите дело, которое вас интересует. Начните изучать и глубоко вникать в его основы. Поймите как можно больше нюансов и изучите примеры. Соберитесь с мыслями и действуйте. Вы увидите, что к вам придет успех. Помните, что удача приходит к тем, кто подготовлен к встрече с ней. Первый принцип сталкинга учит учиться, трудиться и действовать эффективно, изменяя мир к лучшему. Второй принцип сталкинга – отбросить все, что не является необходимым. Воин сосредоточен на цели. Все, что помогает достичь ему цели, для него – добро, все остальное – зло. Самым главным злом для воина является его глупость, чувство собственной важности и чувство жалости к себе. Эти 3 забирают у воина энергию. Они ослабляют его и никаким образом не помогают достичь цели. Воин избавляется от всех 3. В обычной жизни второй принцип сталкинга может быть применен в финансовой сфере человека. Кредиты и денежные долги, если дело не касается жизненно важного случая, являются в основном следствиями разыгравшегося благодаря рекламе чувству собственничества. Огромная часть того, что рекламируется, вам не нужна. Человек часто покупает то, что ему действительно не нужно, поэтому у него нет денег и есть долги. На самом деле деньги есть, просто они были потрачены на хлам полезных вещей. Если отказаться от того, что не нужно, то можно сделать огромный шаг к финансовому благополучию. Сэкономленные деньги можно потратить на то, что будет развивать вас и в конечном счете обернется для вас благополучием.
Вторая сфера для второго принципа сталкинга – это время. Если у вас не хватает времени на что-то, то вы хватаете что-то лишнее. Время – это фиксированная величина, которая известна всем. В сутках 24 часа. Расставьте приоритеты, избавьтесь от того, что вам не нужно. Пустые увлечения и отношения, занятия без цели и лень. Освободите время на то, что для вас действительно важно и что вас развивает. Если у вас не хватает времени на хобби и у вас есть любимый сериал, откажитесь от сериала. Верните себе время. Если нет времени, чтобы заниматься здоровьем, и есть любимый бар, в который вы ходите по вечерам в пятницу, то откажитесь от посиделок и бара. Время появится. Мелли Палмер Холл сказала однажды: если мы слишком заняты, чтобы учиться, жить и любить, значит мы чрезмерно заняты, чтобы приносить себе пользу. Второй принцип сталкинга учит, в числе прочего, финансовой грамотности и бережному отношению ко времени. Третий принцип сталкинга. Воин должен быть готовым стоять до конца, здесь и сейчас. Для воинов этот принцип означает непоколебимую решимость, с которой они начинают и завершают любое дело. Но воин не должен как попало вступать в битву и отвечать на принятый вызов. Он должен готовиться к нему, применяя первый принцип сталкинга. Для обычного человека третий принцип сталкинга означает нести ответственность за свои действия. Социальные и личные отношения – это прекрасная площадка, где вы можете реализовать третий принцип сталкинга. В социальных отношениях вы должны искренне исполнять возложенные на себя обязательства, возвращать любой материальный долг и ущерб, относиться к чужому как к своему собственному. Вы должны доводить любое дело до конца. К примеру, если у вас не получается работать честно, искренне и с самоотдачей, то такая работа будет истощать вас и делать жизнь хуже как для вас, так и для окружающих. В этом случае вам нужно сменить работу. В личных отношениях вы должны держать слово перед тем, кому его дали. Отказаться от обмана и адюльтера. Это позволит вам находиться рядом с нужными для вас людьми и сосредоточиться на нужных для вас делах. Если не можете быть искренним и честным с конкретным человеком, значит ваша решимость изменить свою жизнь и жизнь окружающих к лучшему не оформлена до конца, а в ваших устремлениях недостаточно искренности и силы. Ложь и малодушие ослабляют вас. Будьте вдохновением для всех, кто вас окружает. Для этого вы должны отвечать за свои поступки, слова и мысли и стоять за них до конца, здесь и сейчас. Этому учит третий принцип сталкинга. Четвертый принцип сталкинга. Расслабься, отступись от себя и ничего не бойся. Воин никогда не напряжен. Напряжение он превращает в безраздельное внимание. Такое состояние называется алертностью. Когда воин алертен, он знает, что там, где его сил или понимания может не хватить, мир поможет ему, если воин будет внимателен к знакам и подсказкам мира. Для обычного человека этот принцип означает умение пересматривать свое решение. Мы становимся закостенелыми, когда безраздельно уверены в правоте и окончательности своей позиции. Мир всегда будет гораздо глубже, сложнее и интереснее, чем мы можем о нем думать. Поэтому иногда нужно пересматривать свое к нему отношение. И тогда ситуация, которая была неразрешимой, станет понятной и раскроет свои грани, которые вы не видели раньше. Вы найдете решение, если не будете снобом и самоуверенным консерватором. Помните, что мир – это река, а не болото. Все в нем течет и меняется. Меняйтесь и вы вместе со всем. Невозможность пересмотреть свои взгляды порождает напряжение. Напряжение ослабляет вас и делает невнимательным. Когда вы невнимательны, вы ошибаетесь и ничего не успеваете. Умейте остановиться и успокоиться. Тогда увидите, что многие стены можно обойти, а не ломать. Четвертый принцип сталкинга не говорит, что у вас должны быть сомнения. Сократ говорил, что сомнение – это болезнь ума. Четвертый принцип вас учит не сомневаться, а уметь развиваться и взвешенно оценивать любую ситуацию. Помните, что мир полон сил, вы часть этого мира, поэтому вы полны сил для своих взвешенных решений. Пятый принцип сталкинга. Встречаясь с неожиданным и непонятным, и не зная, что с ним делать, воин на какое-то время отступает, позволяя своим мыслям бродить бесцельно. Этот магический принцип сталкинга вытекает из четвертого. Воин понимает, что мир – это необъятная и неразгаданная тайна. Мир гораздо больше понимания воина. Поэтому, когда воину что-то непонятно,
Он делает шаг назад и позволяет вещам течь самим на какое-то время. Он делает это, потому что доверяет миру и тому, что мир приготовил для воина самый лучший вариант событий. Для того, чтобы его увидеть, воин отстраняется на какое-то время от дела. Возвратившись, воин видит то, что не видел раньше. Для обычного человека пятый принцип сталкинга означает умение сохранять спокойствие в любой ситуации. В решении какого-то вопроса мы можем быть либо не готовы найти ответ, либо быть слишком увлеченными привычным ходом своего мышления, который не в состоянии подвести нас к нужному ответу на вопрос. Когда вы сталкиваетесь с чем-то непонятным и неизведанным, дайте себе время, не принимайте необдуманных решений, тем более, когда вами владеют эмоции, особенно гнев. Помните, что устранение последствий минутных действий, совершенных в гневе, может занять у вас десятилетия. Поэтому отстранитесь от гнева. Если вы не знаете, что делать с ситуацией, переключитесь на что-то другое. Изучите вещи, которые не связаны с вашим вопросом. Полностью отдайтесь изучению этих вещей. Например, переключитесь на хобби, и вы отвлечетесь, оздоровитесь, вернете себе энергию и сможете посмотреть на нерешенную ситуацию со стороны. Такой подход приведет вас к нужному решению. Помните, что наличие хобби – это залог конструктивной и созидательной деятельности в любой сфере. Пятый принцип сталкинга учит вас сохранять спокойствие, быть уверенным и знать, что решение ситуации у вас на кончике носа. Нужно лишь время, чтобы разглядеть это решение. Шестой принцип сталкинга. Воин сжимает время, даже мгновения идут в расчет. Кастанеда писал, что отличие воина от обычного человека в том, что воин помнит о том, что его земной путь конечен. Поэтому он тратит каждое мгновение своей жизни, отталкиваясь от того, что он может быть последним. По этой причине воин всегда эффективен, и каждая битва проводится им с такой внимательностью и точностью, будто это последняя битва воина на этой земле. Для обычного человека шестой принцип сталкинга в первую очередь означает призыв развивать в себе решимость и искренность. Каждый человек должен искренне относиться к тому, с чем он имеет дело. Есть такое правило: делай лучшее, на что способен, там, где ты находишься, с тем, что у тебя есть. Это правило отражает суть шестого принципа сталкинга. Только взаимодействуя с полной отдачей с тем, во что мы вовлечены, и искренне стремясь достичь в этом деле совершенства, мы не теряем ни одной секунды своей жизни. Мы используем каждый миг с полной эффективностью и с всем доступным нам запасом силы. Ведь жизнь слишком коротка, чтобы тратить на ложь и притворство ее драгоценные мгновения. Когда человек делает лучшее, на что он способен, в том, чем занят, он живет полной и насыщенной жизнью. В старости такой человек не испытывает сожаления, что жизнь промчалась как один день. Там, где есть искренность, честность и желание развиваться, жизнь бьет ключом, полным чувств и глубины ощущений. Шестой принцип сталкинга учит нас искренне вникать в то, чем мы занимаемся, и относиться к этому честно и без притворства и лицемерия. Седьмой принцип сталкинга – наблюдай за всем, как бы из-за кулис. Это самый сложный принцип сталкинга. Он требует умения применять все остальные 6 принципов. Седьмой принцип сталкинга применяли самые искусные воины, которые взаимодействовали с миром и оставались в тайне. Они никогда не выдвигали себя на первый план и на показ. Являясь центром силы группы других воинов, мастера оставались инкогнито. Так никто не мог никогда понять, кто же является мастером на самом деле. В случае, когда была какая-то угроза со стороны мира, мастер всегда оставался в стороне, управляя процессом как бы из-за кулис. Таким образом, воины защищали своего мастера, а с ним и его мастерство, и брали на себя удар при необходимости. Для обычного человека седьмой принцип означает, что нужно учиться скрывать от людей свои самые сокровенные чувства, не стремиться быть на виду и не испытывать желания всегда исполнять самые первые роли. Не секрет, что мир зачастую преподносит испытания, с которыми мы порой не можем сразу справиться. У каждого человека должно быть внутреннее сокровенное пространство, которое доступно только для него одного или для нее одной. Не забывайте, что с внешним миром взаимодействуете не вы, а ваша личность. Все видят эту личность, и все ассоциируют ее с вами. Каждому же нужно понимать, что личность – это лишь набор образов и привычек, по которым остальные определяют человека. Это некие клише,
который всплывает в памяти всех, когда они думают о каком-то человеке. Мы должны осознать, что какой бы ни была наша личность, наши настоящие чувства никто в целом мире не способен понять по-настоящему, кроме нас самих. Эти чувства мы должны с трепетом взращивать в нашем внутреннем пространстве, куда есть вход только у нас настоящих. Пусть весь остальной мир видит в вас какую-то личность. Не заигрывайте с ней. Не верьте, что это вы. Личность могут ругать, хвалить, ее могут ударять и делать ей больно. Если вы будете верить, что личность – это и есть вы, а не набор шаблонов о вас, все испытываемое личностью будет угрожать вашему сердцу, вашему спокойствию, здоровью и вашему внутреннему пространству. Так вы будете истощаться и станете несчастливыми. 7-й принцип сталкинга не говорит о том, чтобы вы становились неискренними в общении с окружающими. Напротив, он учит нас тому, что мы должны познать себя настоящего и с трепетом приходить к себе настоящему, в свое личное, внутреннее, интимное пространство, чтобы побыть самим собой наедине. В этом внутреннем пространстве хранится источник всех наших жизненных сил. 7-й принцип сталкинга учит не подставляться под удар, который предназначается личности. Это самый тяжелый принцип. Это уровень мастеров. 7 магических малоизвестных принципов сталкинга Кастанеды являются простыми, но в то же самое время максимально эффективными правилами, которые позволяют каждому скинуть с себя маску жертвы и стать стратегом в своей собственной жизни. 7 принципов сталкинга могут быть применены любым человеком в любой сфере. Их эффективность проверена участниками нашей исследовательской группы. Именно поэтому мы решили вам о них рассказать. Человеку для счастливой жизни нужна стройная и ясная философия. Но чтобы обрести такую философию, человек должен перестать чувствовать себя жертвой обстоятельств и принять ответственность за свою жизнь и свои поступки. Только тогда каждый сможет стать стратегом в своей собственной жизни. Будучи стратегами, мы способны проявлять лучшее, что в нас есть, на благо себе и всего человечества.